Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание 23 января, уделим внимание народным приметам на этот день, поговорим о церковном празднике, поговорим о народном празднике на этот день, почему в этот день определяли, именно по этому дню определяли лето. Также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, 23 января православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского. Это был философ и христианский богослов. Вырос он в христианской семье, его сестрой была преподобная Макрина, а старшим братом Василий Великий. После смерти отца семья переехала в Кесарию Каппадокийскую, где Григорий получил образование в языческой школе. Позже он занимался с братом Василием и обучался в Афинах. Получив образование, Григорий женился на благочестивой девушке. Семейное счастье было недолгим, так как супруга рано ушла из жизни. Смерть жены кардинально изменила мировоззрение Григория, и он удалился в монастырь к Василию. В 372 году он стал епископом города Ниссы. Его пребывание на Нисской кафедре было омрачено нападками со стороны ариан. Святого обвинили в растрате церковных денег и подвергли аресту. Он смог сбежать из-под стражи и 3 года провел в скитаниях. Вернулся в Ниссу он только в 378 году после смерти императора арианина Валента. Через год скончался и Василий Великий. На похоронах в честь умершего брата Григорий произнес похвальное слово. За свою жизнь Григорий написал немало трудов. Он считается одним из самых глубоких философов среди святых отцов классической поры. И, друзья, у нас с вами продолжается попраздница Богоявления. Именно 23 января у нас с вами 4-й день попразднества 20-го праздника Крещения Господня. Напоминаю, что всего в данный цикл входит 8 дней. Последний день попразднества, который называется отданием праздника Крещения, состоится 27 января. Также в этот день почитают Феофана Затворника. Это был православный святой. Почитается он в лике святителей, епископ православной церкви. И памятные даты Затворника Вышинского Феофана отмечаются 3 раза в год. 19 января представление, 23 января рождение и 29 июня перенесение мощей. И сегодня день памяти преподобного Павла Камельского. Павел Камельский, друзья, это святой православной церкви, почитается в лике преподобных. Является учеником Сергия Родонежского, стал основателем Павла Обнорского монастыря, это Вологодская область. День памяти святого церкви празднуется шестиричным богослужением. Ну а в народном календаре этот день назвали как День Григория, Григорий Нисский, Григорьев день или Григорий летоуказатель. На Руси летоуказателем Григория прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето – дождливым или засушливым. И для наших предков это имело очень важное значение. Вы помните о том, что наши предки занимались сельским хозяйством, и, соответственно, для них было важно понимать и знать многие моменты. Поэтому, если на стога опустится иней, то и летние месяцы считаются будут сырыми. Если погода установилась ясная и солнечная, лето выдастся жарким. Капель обещает теплое лето. Ну а ветер с юга – многочисленные грозы. Крестьяне именно с этого дня, с 23 января, принимались за планирование работ на весну, для которых нужно было подготовить инструменты, отремонтировать, покрасить или же обновить. Также обязательно проводили проверку закромов, перебирая зерна. Крупные откладывали на посадку, а небольшие перемалывали в муку.
И вы знаете, в этот день обычно случалась самая первая капель на морозе. Таким образом было принято ходить на Красную Горку и на колышек повязывать тряпочку, загадывая желание. Крестьяне выходили на поля снег задерживать. Знающие люди на Григория отправлялись в поле, находили стог сена, который нужно было обойти 3 раза против часовой стрелки. Затем левой рукой из стога брали пучок сена и относили его домой. Сено бросали у крыльца и при этом обязательно проговаривали волшебные слова. Также 23 января, нарезая хлеб, крошки обязательно нужно было класть в рот, чтобы здоровье было. Тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть. Ну а чтобы быть счастливым и здоровым, на протяжении всего года в этот день нужно было приготовить и отведать мясные блюда. Ну а если во время еды падала ложка, ее оставляли на полу до следующего утра. Считалось, что это поможет предотвратить появление в доме нежелательного гостя или неприятного человека. Еще по одной народной примете, если пришедший в этот день гость уронил стул, значит он пришел к вам с обманом. Кроме того, на Григория Летоуказателя было принято готовить мясные блюда. Даже существовала одна интересная народная примета, что если в этот день поесть мясо, то весь год будешь сытым и здоровым. Ну а женщины 23 января делали оберег для своих детей. Брали нитку со своего платья, в котором ходили более года. Подшивали им подол нательной рубахи ребенка. И таким образом мать передавала свою силу дитю, защищая его от всех бед и невзгод. Также на Григория Летоуказателя проводили еще специальный ритуал на сено, привлекающий семейное счастье. Для этого 23 января шли к скирде и брали немножечко сена, несли в избу и делали из него подобие гнезда, украшая обязательно цветными лентами. Вовнутрь ставили церковную свечу, а рядом клали вещи всех живущих в доме. Затем зажигали свечу и говорили такие магические слова: «Огнем наши души согреваю, удачу в семью привлекаю, будем любить друг друга, не обижу никогда супруга. Он мне взаимностью ответит, будут уважать нас наши дети. О предках своих не забываю, их поддержку призываю. Господи, помоги, на семейное счастье благослови». И вот такое вот заговоренное гнездышко должно было простоять в доме 12 суток. Только нужно каждый вечер зажигать свечку в нем. После вещи следует раздать владельцам, а гнездышко положить на крышу. Хороший знак, если в нем весной птицы начнут высиживать птенцов. И вы знаете, 23 января недаром назвали как Григорий Летоуказатель. Для наших предков было важно понимать и знать, а каким же будет это лето. Итак, если и не на скирдах, и на стогах, значит лето, к сожалению, будет дождливым и холодным. Ну а если 23 января была ясная погода, то лето будет жарким. Если сухой снег идет, значит лето будет засушливым. Если мокрый, то значит лето будет дождливым. Ветер с юга к частым грозам. И не на весь день остается к ненастному лету. Ну а рожь начнет свисти под самый дождь. Родившиеся в этот день, 23 января, люди будут обладать безупречным мастерством в своей профессии. Отличается оригинальным характером, который привлекает окружающих. Всегда выводит его на первый план и делает заметным. Богатый внутренний мир, честность, высокие моральные качества свойственны человеку, который родился 23 января. Обращаем ваше внимание, что человек, рожденный именно 23 января, будет иметь крепкое здоровье и большую силу воли. Обращаем ваше внимание, что если в вашей семье часто происходят ссоры, то вам необходимо приобрести брелок в форме кувшинки, и который заберет на себя всю негативную энергию. Тем, кто хочет избавиться от дурных мыслей и душевно исцелиться, следует иметь дома необработанный минерал альмандин или красный гранат и периодически держать его в руках.
люди, рожденные в эту дату, чтобы усилить вот эти все качества, им стоит носить украшения из халцедона и хризоберила. Что же касательно снов, то обращаем ваше внимание, то сны этой ночи, особенно прозрачные, являются очень важными. Они как будто зеркало отражают состояние души и уровень духовного развития. Яркие запоминающиеся сны в этот день обязательно стоит внимательно проанализировать. Они могут нести в себе важные сигналы для вас. Также обращаем ваше внимание, если вам приснилось, что вы занимаетесь повседневными, рутинными делами, это может говорить нам о том, что вам стоит обратить больше внимания на материальную сферу жизни. Задумайтесь, соблюдаете ли вы баланс между работой и отдыхом. Какие цели вы ставите перед собой в плане карьеры и финансов. Если же в ваших снах больше необычных фантастических эпизодов, то следует задуматься больше над духовными вопросами. Проверьте, как вы справляетесь с внутренними конфликтами, какие духовные цели стоят перед вами. Теперь давайте поговорим о том, что же нужно было сделать 23 января в день Григория Летоуказателя. Вы знаете, праздник получил такое название, потому что в этот день по погоде наши предки пытались предсказать, каким будет лето, дождливым или засушливым. И, конечно же, мысли о лете наводили крестьян и на мысли о предстоящих полевых работах. Считалось, что в Григорьев день нужно хорошенько потрудиться для того, чтобы привлечь удачу в свой дом. Также обращаем ваше внимание, наши предки 23 января на ужин старались приготовить мясо. Вечером все члены семьи собирались за одним столом и ели приготовленное блюдо. По поверью, каждый, кто отведает в этот день мясо, в течение года будет здоров. Что же нельзя было делать 23 января по народным приметам и традициям? Давайте с вами, друзья, разбираться. Итак, 23 января не рекомендуется жаловаться на здоровье без явных на то причин. Многие люди очень любят рассказывать о своих болячках, чтобы их пожалели. Иногда это делается ради поддержания разговора, а кто-то и вовсе, делясь рассказами о своих болезнях, старается передать их слушателю. Если в другие дни неоправданные жалобы на здоровье сходят с рук, то в этот день, 23 января, они могут стать причиной появления уже настоящих болезней, притом довольно серьезных. По народным приметам нельзя 23 января выносить вместе с ненужными вещами мусор из залу, так как можно случайно выкинуть и семейное счастье из своего дома. Не стоит в день Григория ныть и капризничать, иначе можно привлечь к себе неприятности. Сегодня нужно быть оптимистом, даже если и есть причины для печали. Также в этот день нельзя хвастаться, тем более деньгами и материальными благами. Так можно и без них остаться. Деньги украдут, вещи сгорят во время пожара или же будут безвозвратно утеряны. К тому же демонстрирование своего превосходства перед другими может стать причиной разлада с близкими и родными людьми. Также в этот день, 23 января, запрещается сквернословить. Можно навлечь на себя массу проблем, часто личного характера, хотя некоторых могут начать беспокоить и материальные трудности. По народным приметам нельзя 23 января мыть посуду в чужом доме. Тот, кто нарушит данный запрет и возьмется помочь таким образом хозяйке, и сам не устроит свою судьбу, и хозяевам дома насолит. Между ними могут возникнуть ссоры и недопонимания. Поэтому гостям в день Григория желательно не приближаться к мойке с грязной посудой. Также не разрешается стряхивать иней из деревьев, иначе этим летом ничего не уродит, и будет семья весь год впроголоде жить. Нельзя вытирать и обеденный стол бумагой, иначе могут в семье возникнуть ссоры. Кстати, по этой же причине не стоит в этот день пользоваться и бумажными салфетками, их лучше заменить все-таки на полотенца.
В Григорьев день не стоит поднимать ложку, которая упала во время еды. По народным приметам это означает, что какой-то неприятный человек стремится к вам в гости. А чтобы он передумал, нужно упавшую ложечку оставить на полу до следующего утра. Вот такие, друзья, народные приметы мы сегодня с вами хотели поделиться. Мы надеемся, что наши советы и наши, друзья, рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии, друзья, напишите слово «благодарю». Также, кто спрашивал касательно того, как можно нам выразить благодарность в виде доната, обращаем ваше внимание, что ссылка в описании есть к этому видео. Так и называется благодарность. Можете выразить по ссылке. Любая сумма, которую вы считаете нужной, нам, друзья, будет очень приятна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.